Ну, мы разобрали с вами практику активной медитации. Надеюсь, вы усвоили, что это такое. Практику бдительности сознания, потому что без бдительности сознания вы, в общем-то, если ваше сознание не будет бдительным, вы будете пропускать мимо те импульсы, которые нежелательными являются, которые способны ввергнуть вас в какие-то неприятности, да, первое. И второе, сознание должно быть бдительным еще и потому, что нахождение в реальном моменте времени и есть главное, в смысле физики сознания, что удерживает нас на божественной волне или на той частоте, на которой работает божественное провидение. То есть бдительное сознание – это сознание, которое настроено на божественную волну. А теперь, пожалуй, самое трудное направление на пути сознательной духовной революции. Вы не догадываетесь, какое самое трудное направление работы? Нет? С медитацией понятно, с бдительностью понятно, но самое трудное. Смирение. А? Смирение. Не понял? Смирение. Покаяние. Сознательная дисциплина. Смирение – это смирение. Это и цель, и метод, и результат сознательной духовной реализации. А вот сознательная дисциплина – это, пожалуй, самое трудное направление работы на пути сознательной эволюции. И если мы с вами не подчиним всецело нашу внутреннюю жизнь и повседневное поведение реализации выбранного пути, то, несмотря на все наши медитативные практики, на все наши методические ухищрения, мы ничего не добьемся. Это факт. Какое-то время отводить работе на пути, остальное время пребывать в старой жизненной колее – это несерьезно. Ясно? То есть старую жизненную колею надо менять. А менять всегда трудно, всегда не хочется. Тем более, если вас старый устраивает. Понятно? Не сразу, но постепенно все в вашей жизни надо поменять. Понятно? Не сразу, не в один день. Сознательная дисциплина повседневного поведения возможна только в том случае, если вы выделяете для себя главное. А главное – это следование по пути. И только тогда дисциплина будет вам не в тягость. Только тогда она выполнит трансформирующую роль по установлению в вашем сознании, в первую очередь, абсолютной ровности во всех ситуациях. Если вы хотите просто поиграть в сознательную эволюцию, то есть сохранить свои прежние бытовые привычки, ничего из вашей затеи не получится. Вы непременно потерпите поражение. Даже если вы попытаетесь бороться со своими привычками, но при таком настрое сознательная дисциплина будет для вас каторгой. Всегда трудно что-то ломать или менять в своей жизни. Тем более, если старое вас вполне устраивает, и нет весомого стимула от старого отказаться. Ясно? Так вот, на первых порах работы по реализации сознательной дисциплины у вас будут возникать определенные трудности. Но со временем приходит ясное понимание необходимости дисциплинировать свое поведение, что существенно облегчает вашу работу. А теперь перейдем к рассмотрению конкретных направлений работы в части реализации вами сознательной дисциплины. Первое, наверное, самое главное, что ли,
на что надо обращать внимание, прежде всего, это сохранять абсолютную ровность во всех ситуациях. Это величайшее искусство. Быть абсолютно ровным в эмоциональном плане в любых ситуациях. Тут практика бдительности, безусловно, будет помогать, но само по себе, так сказать, самая главная предпосылка, да, в этом плане, что вы должны, какая бы ситуация ни встретилась в вашей жизни, с чем бы вы ни столкнулись, вы должны сохранять абсолютную ровность. Сразу, естественно, это не получится. Ясно? Смертельно сокрушаться или прыгать до потолка от радости значит лишить себя глубинной сердечной радости. Будь то веселье или горе, будь то боль или бальзам на душу, в сердечном восприятии все должно в конечном счете должно стать для вас единым. Все. Может будет казаться, что какая-то сухость внутренняя в вас развивается, то, что раньше вы называли живой жизнью, это эмоциональные отклики на все и вся. Здесь нужно эмоции притушить. Понятно? Где люди гневаются, там тихая улыбка. Где они ликуют, там тоже тихая улыбка. То есть вместо эмоциональных реакций, которые пытаются у вас проявиться, вы научитесь тихо улыбаться внутренне. Ясно? Можно научиться этому? А? Ну, вполне. Вот тихо улыбаться – это вообще счастье. Там какой-то гнев, кругом шумят, а вы тихо улыбаетесь. Радуются, прыгают, Россия, победа, чемпион. А вы смотрите на эту глупость и тихо улыбаетесь. Да? Или нет? То есть никаких эмоциональных проявлений. Но люди-то почему-то считают, что эмоциональные проявления – это и есть живая жизнь. Это самое большое, вслед за тем, что мы говорим о большом, как наши мысли, которые мешают нам с Господом объединиться. Вот эти эмоции, наше эмоциональное существо – это главная проблема. До тех пор, пока в эмоциональной сфере не будет наведен должный порядок, пока она не станет совершенно пустой, ваша жизнь не наполнится вибрациями духовной жизни. Ясно? Вот в этой, казалось бы, пустоте эмоциональной должны родиться, проявиться и заполнить эту пустоту вибрации благодати. Понятно? Не будет эмоциональной пустоты, не будет благодати. Вот этот период переходной эмоциональной пустоты, он будет казаться, каким-то неестественным. Понятно? Но постепенно вот это пространство наполнится благодатью. Если вот этой внутренней пустоты эмоциональной вы не ощутите, если у вас этого периода не будет, да, то и никакой благодати у вас не будет. Потому что это пространство эмоциональное надо освободить от эмоций, чтобы оно наполнилось благодатью. Понятно? Так же, как ум освободить от мыслей невольных, ненужных, так же эмоции должны притухнуть окончательно, чтобы это пространство наполнилось благодатью. Просто я говорю. Просто, понятно, наверное, да? Глубина сердца у нас всегда полна тихим светом, радости просто существования в Боге. И прежде всего надо понять, для того, чтобы вот это пространство-то эмоциональное перестало быть наполненным эмоциями, прежде всего надо понять, что ваше отношение к любой ситуации, тревожное, горестное, отчаянное, радостное, сомнительное или еще какое-то, ни в коей мере не способно изменить саму ситуацию. Понятно? Ваше отношение к ситуации ситуацию не меняет. Ясно? Своим эмоциональным отношением к ней
вы не только лишаете себя глубинной энергетики, но и затеняете истинное восприятие ситуации. То есть только в состоянии абсолютной ровности и покоя вы способны правильно разрешить ситуацию, правильно поступить, оказавшись в ней. Понятно? А если у вас есть к этой ситуации какое-то отношение, вы никогда правильно в этой ситуации не поступите. Ясно? Никакого отношения к ситуации, которая возникает, в смысле эмоций, у вас не должно быть. Опять бдительность сознания должна вам подсказывать. Ровно, спокойно, молчу. Ясно? Трудно это? Но по привычке вы всегда эмоционально как-то откликаетесь на любую ситуацию. Здесь нужно положить этому конец. Внутренний свидетель или наблюдатель, стоящий на страже вашей ровности, должен здесь сказать веское слово. То есть, пребывая в социуме, вы способны за относительно короткое время вот эту эмоциональную ровность в себе установить. Я называю это медитацией на социум. Ясно? В колючем социуме вы должны сохранять абсолютное спокойствие. В семье, на работе. Вот я в основном занимался этим установлением ровности сознания. На работе. Работа беспокойная была, на эмоциях построенная выше крыши. В семье тоже, как правило, эмоции, да? То вот семья и работа, то есть колючий социум, это идеальное поле для установления абсолютной эмоциональной ровности. Ясно? Вот монахам бы, те, которые изначально удалялись и бежали от социума, монастыри, из монастырей удалялись в отшельничество, вот им бы в социуме побыть, ровность-то установить, тогда бы они очень быстро стали бы теми, кем они должны были бы стать. Ясно? Они все сторонились этого, убегали, дистанцировались. А мы в гуще, где все искрит. Понятно? То есть у нас идеальные условия для установления ровности. Просто фантастически идеальные. Заметили? Если отшельников и схимников неожиданно вернуть в мир, то их рафинированная ровность вмиг лопнет или быстро растает. Вот оттуда, в мирах, все, конец. Паника. Понятно? А мы в этой, колючей среде живем. Ибо в миру тут и там колючки. Те самые колючки, которые способны лишить ровности любого монаха или егина-отшельника. А потому нахождение в гуще социума, постоянное соприкосновение с людьми, с непредвиденными обстоятельствами становятся для нас своеобразными пробными камнями, испытывающими твердость духа. Все. Вот здесь ровность. Только в миру, в социальных контактах мы способны установить. Причем абсолютную ровность. И у нас с вами уникальные условия для развития. Успешность продвижения по пути. Вот хотелось, чтобы вы обратили на это особое внимание. Еще раз, вот я подчеркиваю, я неоднократно это говорил в разных вариантах. Успешность вашего продвижения по пути будет определяться в основном степенью ровности вашего сознания в любых ситуациях. Ясно? И вот когда я вижу людей, вижу их, допустим, позавчера, год назад, и вижу сегодня, и если я в глазах вижу вот эту ровность фундаментальную, результаты есть. Мне не надо ничего говорить. Ясно? Потому что в глазах неровность и беспокойство всегда. Глаза не врут. Вот беспокойство и неровность, отсутствие эмоциональной ровности в глазах, 100% отражается.
когда я вижу спокойные глаза, с тихой грустью, печалью по Господу, по утраченному, значит, базис заложен, назад вы уже не вернетесь. Понятно? Это видно в глазах. Когда вот такие еще беспокойные, говорят, я пытаюсь, у меня это не получается, ну вот, значит, все, значит, не получается пока. Пытаетесь. Плохо пытаетесь. Пытаться надо как следует. Сохранять ровность абсолютную во всех ситуациях. Ибо ваше отношение к ситуации, любое, саму ситуацию изменить не может. А вам во вред, коль вы путь-то выбрали, ясно или нет? Никак не относиться. Ни к чему. Я как-то посоветовал смотреть по телевизору новостные программы. Ну, некоторым. Говорю, смотрите, там вот всякая чушь, всякая чепуха, у вас все время реакция эмоциональная возникает, этот прав, этот не прав, ах, они такие, сякие. Говорю, смотрите. Женщина одна мне сказала, ну, я пошутила, а женщина, правда, смотрела эти новостные передачи, а потом мне говорит, Александр Васильевич, я, говорит, научилась смотреть новости без эмоций, но вот рекламу никак не могу. Вот, все время. Я говорю, ну то оставь одну рекламу, смотри, это вырезай. Понятно? Вот. Так что вначале насытьтесь телевизором, сразу себя его не лишайте. Ровность по телевизору можно хорошо устанавливать. Понятно? Насытьтесь полностью. Как будете ровно смотреть на всю ерунду, значит, все в порядке. Я не шучу. Ясно или нет? А то мне говорят, да я не смотрю телевизор, Александр Васильевич, ну тут вот включила, там они это. Я говорю, ну если они там это, ты тогда смотри, пока ровность не установишь. Ясно или нет? Это серьезная вещь-то. Очень серьезная. Поначалу сохранение абсолютной ровности кажется недостижимым, но по мере продвижения по пути становится реальным. И еще интересный момент. Одно из многих чудесных свойств нисходящей эволюционной энергии помогать вам сохранять ровность сознания. Как она вам помогает? Не догадываетесь или уже знаете? А? Как она вам помогает? А? Молчите. Ну, напомню, если забыли. Когда с нисходящей энергией установлен через посредство практики молчания ума достаточно стойкий контакт, и в голове вы постоянно слышите некий фон или шум ее работы, то любое неверное движение вашего сознания, любые нежелательные вибрации в эмоциональной сфере усиливают этот звук. Она пытается вас прикрыть. Это как будильник. Загудело посильнее, все, выхожу из эмоциональной ровности, все, притормаживайте. Ясно? Вот надо к чему чутко прислушаться. Она усиливает свою работу, эта энергия. Я не придумываю это так. Ясно? Поток есть, контакт есть, все нормально. Только вы в эмоциональной сфере пытаетесь завибрировать, шум становится сильнее, гул. Все, ровность. Ясно? Сигнал, будильник. Резко меняется тональность шума, и сам поток становится более интенсивным. Он стремится вас прикрыть. Вот уже божественная сила нам помогает. Она размывает ненужные мысли, не дает им возможности фиксироваться. А в случае выхода вашей из ровности в эмоциональной сфере, она усиливает тональность, звук сильнее становится. То есть она помогает, эта сила вам в работе. Не метод, не практика, а уже сила вам помогает в установлении абсолютной ровности в ментальной и в эмоциональной сфере.
Таким образом, нисходящий поток стоит на страже вашей безопасности. В буквальном смысле будет вас, когда вы теряете бдительность. Если вы на самом деле выбрали для себя путь сознательной духовной революции, то не должно быть моментов в вашей жизни, когда вы испытываете скуку. То есть скучать вы не должны. Шри Аурабинда как-то сказал, когда вы скучаете, вы теряете случай для реализации. У вас всегда есть занятия. Вам некогда скучать, вам должно не хватать времени для реализации пути по всем направлениям. Появилось свободное время, займитесь активной медитацией или медитативным конспектированием духовных источников, займитесь спортом, займитесь творчеством, совершите просто прогулку. То есть начинаете скучать, займитесь главным делом жизни. Вот бич начинающих искателей истины – это пустая болтовня и споры о духовности, обсуждение собственных и чужих опытов и переживаний. Подобное надо пресекать. Ни с кем, ни о чем не говорить, не болтать на духовные темы. Не раскрывать все ваши переживания и опыты духовные, никому не говорить ничего. О погоде, пожалуйста, немного. Понятно? А то начинают друг с другом сравнивать, вот это вот так, этот родился в духе, безусловно, он там просветленный. Приходят люди и говорят, я просветленный. Что ты вообще решил, что ты просветленный? Как только ты говоришь я, никакого просветления быть не может. Потому что там эго выпирает огромное, вот книга лопнет. А он, я просветлен, откуда? То есть самодиагностикой люди занимаются. Иногда ко мне подходит, говорит, Солнечич, я вот родился в духе, родилась в духе. Суетная такая женщина иногда подходила. Я родилась в духе, вы знаете, Александр Васильевич? Я говорю, знаю, и отдохни пока, знаю. Чуть попозже мне расскажешь. В письменном виде. Я родилась в духе. Может, в нирвану тебя вышвырнули? Это называется просветление, потому что нирваническая суета такая. Это разные вещи, это не то. Ясно? Потому что подбегают нирванические люди, у них изменилось сознание, они где-то как в кинематографе все наблюдают. Говорят, я просветленный, я родился в духе. Какое-то духовное рождение, о чем вы говорите? Тут опасность, что бесы тобой завладеют в один момент. Ты открыт всем силам, всей заразе, когда тебя туда выкинуло. Понятно? А ты в духе в каком-то родился. Где, когда, с какого такого. Понятно? Так что разговоры с теми, кто, как и вы, только нащупывают дорогу, разговор на духовную тему, могут вызвать невольную ревность, раздражение, чувство зависти. Это действительно скажется непременно на вашем внутреннем состоянии. А многие живут тем, что безжалостно убивают время. Если раньше было 3 основных способа убивать время – это болтать, пить водку и глядеть телевизор, то теперь ассортимент существенно расширился. Появилась масса изощренных способов бегства от реальности, перечислять которые вообще смысла нет. Понятно? Бегство в виртуальные миры, в компьютер, там еще куда-то. Масса всяких развлечений, соблазнов. Ясно? Сегодня есть чем убить время. Неограниченная возможность убивать время. Потому что понятно, наверное, коль вы выбрали для себя путь сознательной духовной революции, то этого быть не должно. Категорически надо этому поставить преграду. Понятно? Время убивать просто так. Да. Ну, теперь немного поговорим о печатных источниках, которые должны входить в круг чтения искренних искателей истин. Вообще-то, если можете не читать, то не читайте. Понятно? Но ведь вы не можете не читать.
Читать научились, и хочется читать, хочется какие-то знания почерпнуть, да, дополнительные к тому, что вы имеете. Но если можете не читать, то лучше не читайте. Хорошо? Прочтите книгу о самом главном, и больше ничего не надо. Молчите, сохраняйте эмоциональную ровность, и получите все необходимые знания из первоисточника. По сути, вот я все знания, главные знания действительно практические, знания теоретические, касаемо духовной реализации, получал из первоисточника. Оттуда. Путем озарений, путем собственного опыта. Из книг я практически ничего не почерпнул, мне это не нужно было. Перечитал гору литературы, но это совсем ненужный хлам. Понятно? Просто хлам. Эзотерической, духовной. Но до тех пор, пока не установилась прямая, непосредственная связь с божественной силой, до тех пор, пока вы не научились читать духовным оком, пока духовное око не пробуждено, чтение специальной литературы, духовной литературы, вот литературы истинной, оно будет абсолютно бесполезным, ибо вы читать будете только умом, включая ментал, оценивая что-то. То есть непосредственно для того, чтобы проснулось духовное око, нужно параллельно с практикой активной медитации, с практикой упокоения ума и установления эмоциональной ровности, читать печатные источники только высокой пробы. Понятно? Мы рекомендуем эти источники, вы их прекрасно знаете. Вот. И когда я начинал работу на пути, то надолго оставил свой любимый литературный жанр от чтения мемуарной, биографической литературы о жизни писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых. И все это перестало меня трогать, я занимался только главным делом. Был не до развлечений. Из всех вот этих чтений моего любимого жанра, да, я вынес только то, что все эти люди, известные люди, писатели, поэты, художники, композиторы, были несчастными людьми. Просто несчастными. И жизнь их была всегда трагичной. Понятно? Так что не читайте любимую ранее вами литературу. Вот Кришнамурти вообще замечательный парень. Все удивлялись, почему он, Джиду Кришнамурти, великий святой, там, как хотите его называть, читает дешевенькие детективы. А что ему еще читать-то? Что он может почерпнуть из какой-то серьезной литературы? Я в свое время еще не знал, что Кришнамурти-то этим занимался. Я прочел всего Рекса Стаута. Слышали о таком писателе английском? Детективы. Мне так они интересны были. Просто вот когда надо отдохнуть от того груза, который действительно на меня свалился, мне надо было много читать, много писать, читать для того, чтобы писать. Вам не надо ничего писать, нет? И вот когда я уставал от этого многочтения, я брал в руки детектив. Там спокойные детективы. Рекс Стаут, Ниро Вульф, там сыщик такой толстый, килограмм 180 или 200, на специальном лифте. Его поднимали в оранжерею, где он орхидеи разводил. И сидя дома, он расследовал все преступления. Никаких выстрелов, кровавок, там, садизма нет. Просто спокойные детективы. Хорошо написаны, блестяще написаны. Рекс Стаут. Купите. Если будет нечего делать, отдохнуть от духовной литературы, прямо с первого тома Рекса Стаута, читайте. Советую. Кришнамурти вот этим занимался. Я не знаю, чего он читал, но читал. Ясно? Но вначале все-таки нужно серьезные источники проработать, проштудировать. Понятно, наверное? Заняться медитативным чтением. А что такое медитативное чтение? Это чтение родниковых источников истины,
без полемики внутренней. На то они и родниковые, что вам рассуждать над ними не надо. Что-то принимать, что-то не принимать, как-то к этому относиться. Просто читайте. Находитесь в самом процессе чтения. Ясно? Мы эти источники перечисляем. Книги о самом главном, они написаны. Перечень дан. Если вам действительно время от времени хочется отвлечься и что-то почитать для души, советую только детективы. Легенькие, именно Рекса Стаут. Он полезный писатель. Запомните, Рекс Стаут – это военный адмирал он, морской адмирал, моряк. Лет в 40 с чем-то занялся писанием детективов. Созрел. Одна женщина, по моему совету, как-то прочитала всего Рекса Стаута, у нее была сложная в жизни ситуация, она меня очень поблагодарила, говорит: Александр Ильич, вы меня спасли. Я нашла любимого писателя. Ну, для отвлечения от всего. Ей нужно было вот отвлечься. Я говорю: Рекса Стаута почитай. Как-то ляпнул, и она всего прочитала. Я жила. Бывают же периоды вот упадка какие-то внутренние, да, у людей? Ну, бывает. Так что читайте Рекса Стаута, если вам больше читать нечего. А лучше ничего не читайте. Молчите. Хочу отметить, что касаемо трудов Штирло-Бинда, я бы категорически не рекомендовал чтение его фундаментальных работ, синтез йоги, человеческий цикл и прочие фундаментальные работы, толстые работы фундаментальные. И вот почему. Эти работы написаны языком интеллекта, абсолютно свободного от предвзятости, и читаться они должны людьми свободными от интеллектуальных нагромождений. А пока вы не освободитесь от интеллектуальных нагромождений, читать вам это вредно. Это будет вас вызывать невольные ассоциации, какие-то мысли, сравнения с чем-то. А когда вы освободитесь от интеллектуального налета, тогда и читать вам их незачем. Ясно? То есть читать вообще их нельзя. Категорически. Я все прочитал. Имею духовное око, и вам советую не читать фундаментальных произведений Штирло-Бинда. Мысли, афоризмы можно. Ясно? Все беседы Кришнамурти, ради Бога. Свобода от известного, раз 10 с переписыванием. Можете прочитать и переписать. Понятно? Но не читайте фундаментальных трудов Штирло-Бинда. Пожалуйста. Ко мне, я рассказывал, подошел мужчина. Который, как он сказал мне, я так же, как и вы, в 89-м или 90-м году прочитал книгу Сатпрема Штирло-Бинда или «Путешествие сознания». Вроде бы стал на путь, он мне говорит, я стал на путь, но смотрю, спустя 30 лет, лет 25, он ни на какой путь-то не вставал. Но мне он заявил, я, говорит, прочел, я вот цитирую его, всю Шри Аробинду. Чтобы я повесомее, чтобы я чувствовал, что он действительно трудился. Поэтому я вам не советую читать всю Штирло-Бинду. Ради Бога. А то лет через 20 подойдете и будете мне рассказывать, что вы, как и я, там, с этого времени уже давно на пути. Понятно? Не надо. Вот. Теперь о самом, категорически не читать Агни-йогу
и Розу Мира Андреева. Категорически. Ясно? Если уже прочитали, ну ничего. Налет остается, но категорически не нужно этого делать, если еще не читали. Но, как говорят, запретный плод, он всегда сладок, тянет почитать, а вы желание это должны все-таки умерить. Тянет, а вы говорите, нет, все, не надо читать. Не читайте. Там сильный оккультный налет. Понятно? Там есть истины, безусловно, есть истинные вещи, но пока ваше сознание не прояснилось, пока вы не в состоянии отличать то, что, в общем-то, способно вам повредить, и то, что может, условно говоря, вам помочь, не надо к этим источникам обращаться. Понятно? Не надо. Я прочитал их только тогда, когда духовное око было уже открыто, после духовного рождения. И мне стало понятно, что это вредно, вот местами вредно, хотя я всю Агни-йогу переписал, всю, вот, знаете, 5 томов, переписал, вот по вечерам переписывал. Такая радость была эту переписывать, просто переписывать, радость сама по себе переписывать. А вы сколько часов или сколько минут я буду переписывать? То есть это для меня каторгой не было. Я с радостью переписыванием занимался. Теперь о самом процессе чтения. Процесс чтения рекомендуемых источников должен быть медитативным. Что это означает? Читая текст, вы не включаете ум, не включаете аппарат мышления, не полемизируете с автором, не спорите с ним, не сравниваете прочитанное с тем, что вам уже известно по этому вопросу. И только тогда ваше сознание будет находиться в реальном моменте времени. Только тогда вы сможете без искажений сердцем воспринимать то, что действительно хотел донести для вас автор. Это касается, подчеркиваю, чистых родниковых источников истины. Это и есть медитативное чтение. Учитесь этому. При медитативном чтении после прочитанного абзаца или какой-то части текста целесообразно делать паузу и молча, без внутренней полемики, на уровне вибрации, это объяснить невозможно, но вы почувствуете, когда молча, это всегда на уровне вибрации, пропустить прочитанное через душу. Все, молча. Вот для того и рекомендуются только истинные родниковые источники, чтобы вы, заранее об этом зная, не относились к ним как к сомнительным, как к требующим полемического чтения, чтения с включением ума. Если вы станете отрицать, что истинных текстов не существует, мол, все тексты, в общем-то, сомнительны, там может быть все что угодно, то тогда вам с нами говорить просто не о чем. Ясно? Есть эти родниковые источники, обязательно есть. И мы их рекомендуем. И естественно, что к истинным источникам следует обращаться не один раз, и каждое последующее прочтение открывает все новые и новые, доселе скрытые для вас глубинные пласты текста. Любой источник родниковой истины при повторном прочтении, при энном прочтении всегда воспринимается вами как абсолютно новый. Вот свойства родниковых источников истины, это вы не знаете их, как будто вот только что вы к ним приступили. Понятно? Вот только что. Вы их не знали никогда, хотя читали много раз. Вот «Свобода от известного Кришнамурти» я могу на любой странице открыть, вчитываюсь и могу читать до конца, как будто ни разу к этому не обращался. И при повторных прочтениях текстов, спустя длительное время, после последнего обращения к тексту, тот же текст, те же самые буквы, те же самые слова, те же самые выражения, а смысл порой видит совершенно иным, чем он раньше вам представлялся. Все по-другому. С ростом и расширением сознания меняется и способность восприятия текста.
Если вы совершенно по-другому воспринимаете ранее прочитанный текст, ваше сознание расширилось и углубилось. Значит, идет работа. Понятно? Трансформирующая работа, правильная работа. И каждый из вас должен освоить и медитативное письмо. И минимум 2-3 раза полностью переписать текст брошюры Кришнамурти «Свобода от известного». В этой брошюре на 80 страницах текста, всего на 80 страниц, изложена вся психология человека и человечества. Вся психология на 80 страницах. Понятно? Других книг по психологии читать не следует. Вот здесь есть все. Вам не следует. Понятно? Гений Кришнамурти просто и доходчиво, без лишних слов анатомирует человеческую психику и вскрывает причины всех наших несовершенств и противоречий, страхов, сомнений, страданий, гнева и прочего. Просто анатомирует всю человеческую психику. Без лишних слов. Те, кто читал «Свободу от известного», наверное, понимает, о чем идет речь. Ясно? Те, кто переписал 2-3 раза, тем более понимают, о чем идет речь. Еще одним очень важным аспектом сознательной дисциплины является контроль за попытками стать на путь осуждения людей за их слова и поступки. Крайне вредно для незрелого сознания в любой форме обсуждать поведение людей. Во-первых, это просто бесполезное занятие, а во-вторых, занимая свой ум пустой проблемой, вы блокируете нисхождение божественной силы. В-третьих, до тех пор, пока вам неведомы истинные, то есть глубинные причины того или иного поступка человека, вы просто не имеете никакого права его осуждать. Понятно? Разумеется, вам может что-то не нравиться в людях, но вы должны научиться никак к этому не относиться. Никак. Дабы не пробуждать ненужных эмоций в себе и в этих людях, и сохранять ровность. Это очень важный аспект сознательной дисциплины. Не осуждать людей, не обсуждать их поведение. Как-то, по-моему, Паисий Святогорец сказал о монахах и о мирянах, что миряне пойдут в ад там за какие-то вполне конкретные прегрешения, а вот монахи пойдут в ад за осуждение других людей. Монахи, они же святые, да, у них все в порядке, и вот осуждать других людей у них в порядке вещей. Ты там такой, ты сякой, вот, правильно, вот я-то нормальный. Вот в ад они пойдут именно за то, что осуждают других людей, как сказал Паисий Святогорец, наблюдая за поведением в Боге продвинутых людей. И когда ваше сознание кардинально изменится, и вы будете способны видеть причины, побудившие человека совершить тот или иной поступок, тогда надобность в осуждении просто отпадет. В лучшем случае вы можете просто не для выноса вовне, безотносительно констатировать какой-то факт. Увидели, констатировали факт. А когда у вас, и когда у вас не возникает даже импульса к осуждению, то вы уже другой человек. Человек, которого не будут осуждать и другие люди. И следует всегда помнить, то, что нелицеприятное вы видите в других людях, непременно присутствует в вас в сильной степени, обязательно. То есть это зеркало.
то, что вам не нравится в поведении и в поступках других людей, в вас непременно есть. Понятно? Только вы не желаете этого видеть. Это своеобразное зеркало, в которое надо глядеться периодически. Осудили какого-то там за болтовню или за пристрастие излишнее к пище, там, понятно? У вас это тоже есть. То есть вам колет в глаз то, что у вас сидит, как заноза. Это обязательно. Вот когда перестанет колоть глаза, то, что у вас сидит, значит и у вас все в порядке. Ясно? Хороший критерий. Очень важный компонент сознательной дисциплины – это отношение ваше к себе и к своим собственным поступкам и мыслям. Вот зачастую, особенно на начальных этапах работы, автоматически, по привычке вы способны совершать поступки, которые обычно относят к разряду греховных, что ли. Однако не стоит сокрушаться по этому поводу, заниматься самобичеванием и тем более делать из этого трагедию. То есть не надо усердно замаливать грехи, обращая на них внимание. Тем самым вы просто закрепляете в своем сознании чувство греховности, что мешает продвижению по пути. Так что не поддадайтесь унынию и чувству тотальной греховности, так как к этому учит христианская церковь. Церковникам очень выгодно, чтобы вы постоянно путались в паутине греховности. «Ой, я вот это не так сделал, Боже мой, вот это же нельзя делать». Да? А церковникам это выгодно. Они вас в эту паутину туда вплетают, ибо в противном случае они останутся без работы. То есть исповедовать некого будет. Понятно? Мгновенного осознания факта и мгновенного покаяния вполне достаточно, чтобы нейтрализовать кармические последствия поступка или слов, которые невольно у вас вырываются и относятся к разряду, греховных, что ли, условно. Понятно? Бывает такое? Проскальзывает у вас? Значит, сразу поймите, я не прав. Все, это покаяние, мгновенное. Все кармические последствия, они нейтрализуются в одно мгновение. Мгновенного осознания факта того, что вы поступили неверно или сказали что-то неверное, и мгновенного раскаяния вполне достаточно, еще раз подчеркиваю, чтобы нейтрализовать кармические следствия. Энергия осознания, по словам Кришнамурти, способна растворять все негативное, пытающееся проникнуть в ваше сознание. А потому внутренний наблюдатель должен всегда находиться на страже. Осознали, раскаялись и больше к этому не возвращайтесь. А церковь учит: вспоминайте все свои грехи. Но мы после обеда поговорим о пути молитвы, коротко, но все-таки пройдемся, да, по пути молитвы. Вот по поводу смирения, по поводу покаяния мы поговорим. Но после обеда, когда вы будете сыты, расслабленные, будете спать практически, а я буду вам про это рассказывать. Шдеврабинда как-то заметил, что пороки человеческие – это просто выливание энергии в нерегулируемые каналы. Вот такую фразу он произнес, а потому будьте бдительны. Ловите так называемые греховные импульсы на входе, блокируя тем самым поступление их в нерегулируемые каналы. Блокируйте их на входе, а то в нерегулируемый канал прорвется и все. Большего от вас не требуется. Но коль вовремя не углядели, то прямо смотрите на свершившийся факт. А это и есть мгновенное осознание и раскаяние. А возврат в уме к своим греховным поступкам, грехам и купание в собственной греховности – это витальная ловушка. Попались, и все. Вечно грешные. Ясно?
Другое дело, если вы намеренно будете совершать непристойные поступки, а потом каяться, это совершенно другая вещь. Ясно? Если автоматически у вас что-то вырвалось, это одно. А если вы намеренно совершаете нелицеприятные поступки, а потом картинно каетесь, кармическая ответственность с вас не снимается. Ясно или нет? Так же по Уголовному кодексу. В состоянии аффекта совершено преступление, либо замысленно ранее и совершено по заранее обдуманному плану. Разные оценки. Понятно? Ну, что такое непристойные поступки, думаю, все знают. Это извечная истина. Не убей, не кради, не лги, не прелюбодействуй, не злословь, не пьянствуй, не обжорствуй. Да? Ну вот и все. Иногда вот вырывается это у вас, бывает по привычке. Они вроде бы извечные, эти истины, извечные, а потому очень привычные, и на них никто внимания не обращает. А коль вы стали на путь сознательной духовной революции, надо обращать на них внимание. Понятно? Да? Надо. Поговорим об отношении к вещам материального мира. Обычно люди очень привязываются к вещам, переживают их порчу, утрату, страстно желают что-то приобрести, ужасно боятся потерять приобретенное. Вот так ведет себя человек, который вращается преимущественно в поле материального мира. И естественно, что вам, в вашем продвижении по пути сознательной духовной революции, привязанность к вещам материального мира, включая деньги, сильно мешает, вызывая в сознании постоянное беспокойство, привязанность к вещам материального мира. Понятно? К вещам надо относиться правильно, не впадать в крайности, не поощрять накопительство, барахольство, не пытаться от них избавиться полностью, но при этом непременно лишнее отсекать. Удовлетворяться тем, что имеешь, не расстраиваться при потере, не стремиться к приобретениям, а в случае приобретения не впадать в экзальтированную радость. Ну, приобрели и успокойтесь. Вот. Но этому предстоит учиться. Мы же сильно привязаны к материальному миру, поэтому будем учиться. Не сразу все приходит, не сразу приходит правильное отношение к вещам материального мира. Но постепенно все наладится. По мере роста вашего сознания привязанность к вещам материального мира будет ослабевать. И в конечном счете главным результатом вот вашего отношения, пребывая в материальном мире, к вещам материального мира, будет очень важный критерий. Ваша внутренняя позиция. К тому, что я имею, добавить больше нечего. Ясно? Это будет правильная позиция. К тому, что я имею, сейчас добавить нечего. Ну, что-то добавится, пусть добавится. Не по вашей инициативе. Что-то убудет, ну, тем более. Не по вашей инициативе. Ясно? Понятно? Нормальная позиция. Это вообще счастье. Я бы определил, что такое счастье. Это к тому, что ты имеешь, добавить нечего. Вот это счастье. Ну, в человеческом понимании. Я не говорю о благодати, а вот о счастье. А людям все время что-то хочется добавить, прибавить, поэтому они несчастные по определению. Ясно? А много ли человеку нужно из мира вещей? Посмотрите, сколько хлама скопилось в вашем доме, ненужного хлама. Жалко выкинуть, даже пакеты какие-то вот эти. Ну, жалко все выкидывать. Я по себе знаю. Ну, может быть, жалко, потому что, чтобы не засорять атмосферу, экологию, не портить. Да нет, жалко по-другому, жалко. Вот, накопительство. Понятно? Вот как-то попроще надо расставаться с вещами. У меня один товарищ говорит, что у него есть товарищ, который на любую вещь, на сильную вещь, там, ботинки,
прикалывает бирку, когда он одевал это последний раз. Если прошел год с момента одевания этой вещи, он ее выкидывает. Значит, она не нужна. А то, что каждый день и часто одевает, это нужная вещь. Я вообще такой барахольщик, вот в том смысле барахольщик, я всегда ношу барахло. Только вот на ваши вот занятия, мне говорят, оденься хоть поприличнее. А так у меня есть привычная одежда, которую я вот не снимаю, вот просто. Она мне мила, она мне к телу хороша. А вот вынужден одеваться поприличней. А так вы меня не узнали. Да. Я могу спецовку какую-нибудь одеть, которую нам на работе выдавали для работы на место происшествия. Одену эту спецовку, сяду на велосипед, еду, вот когда пандемия-то это была ужасная, год назад, когда ходили патрули тут, останавливали, я еду в этой спецовке, мне идут эти бравые ребята, на работу, я говорю, на работу, как сантехник там, и все. Никто не остановит никогда, да, в спецовке-то, правильно? Помрет и хрен с ним. На чего вы смеетесь? Пандемия. Вот. Да, ладно. В тонкий мир с собой мы можем взять лишь то, что наработал здесь, в собственном сердце. Только эволюционный опыт. И не случайно Спаситель изрек удивительную философскую вещь, вот фразу, 2 слова: «Будьте прохожими». Вот как еще можно определить наше пребывание на земле? В 2 словах: будьте прохожими. Прохожий откуда-то пришел, сейчас идет и куда-то уходит. А что с собой он может взять из вещей материального мира? Ничего. Так что будьте прохожими. Хорошо? Помните всегда, что вы тут прохожий. И вот не могу не привести, давно не приводил этого примера о том, как Георгий Гурджиев, человек, который в начале прошлого века организовал в России школу, где преподавались оригинальные методы пробуждения сознания, как он издевался над Петром Успенским, своим учеником, в смысле воспитывая у него непривязанность к вещам материального мира. Помните эту историю? О чемодане Гурджиева. Так вот, Гурджиев постоянно внушал своим ученикам, что те должны во всех ситуациях сохранять ровность сознания, не привязываться к вещам материального мира, в том числе теоретические, говорит Успенский, это с его слов известно, я вроде бы это усвоил, но на практике все казалось иначе. Летом группа Гурджиева выезжала на Кавказ для занятий на природе. Успенский ехал в одном купе, 2-местном купе с Гурджиевым. Поезд только что выехал за пределы Москвы и набирал полный ход. Окно в купе было открыто, тогда были огромные окна, их полностью можно было открывать. И вдруг неожиданно Гурджиев схватил чемодан Успенского, в котором были все его личные вещи, взятые с собой в месячную поездку, и какие-то определенные бумаги, наработки, над которыми он думал поработать вот в этом уединении в Кавказском. Он берет этот чемодан и выбрасывает его в открытое окно. Огромный чемодан, тот под откос покатился, поезд уже едет, все быстро, вот, идет. Так вот, Успенский вспоминает, что он побелел от злости и готов был с кулаками наброситься на Гурджиева, готов был его убить. Любимого учителя. Только что вот он был любимый учитель, а когда выбросил чемодан в окно, любимый учитель вдруг вот стал главным врагом. Гурджиев при этом усмехался, курил сигару, закурил, смеется, вот, и подтрунивал над Успенским. Куда, дескать, твоя ровность девалась? Только спустя несколько часов
Успенский немного пришел в себя, ну и несколько смирился с происшедшим. Ну, ладно, это я куплю, он думает, это вот это. Ну вот запись это делишь, уже безвозвратно пропали записи, там наработки какие-то. Ну, в общем, вроде бы смирился, относительно смирился, вот, ну, вроде бы. В это время Гурджиев достал с верхней полки, там его не видно было, чемодан Успенского. И говорит, я выбросил другой. Я специально купил такой же, выбросил в окно. А вот твой чемодан. Да, действительно. Успенский вспоминает, что он снова безумно разъярился на учителя и готов был второй раз его убить за такую шутку. Вот такая история. Понятно? А в плане лишения себя всякой собственности всех превзошел Диоген. Как известно, он жил в огромной пустой бочке. Да? Но вы думаете, это пустая бочка из-под соленых огурцов? Нет, из-под вина. Это огромная бочка, как дачный домик. Нормальная бочка, хорошая. Вот. Жил он в этой бочке. И ходил совершенно голый, благодаря тому, что климатические условия позволяли. Ну, голый совершенно. И миска у него была в руках, из которой он ел и пил воду. И как-то раз Диоген быстрым шагом направлялся к реке, чтобы напиться. Рядом с ним к реке бежала собака. Внезапно Диоген споткнулся о камень, уронил миску, и пока он ее искал, поднимал, она куда-то у него покатилась. Довольная собака, утолив жажду, уже бежала ему навстречу. Вот и Диоген в сердцах запустил эту миску подальше, побежал к реке и стал пить воду пригоршнями. Вот так он избавился от последней собственности. Ясно? У одного моего родственника, художника по профессии, по вине соседей полностью сгорела мастерская в центре Москвы. То есть в одночасье человек лишился всего наработанного, приобретенного за много лет труда, он там жил, художественные работы, инструментарий, антикварная мебель, которую он там сам собирал, что-то из нее делал, огромная библиотека, 5,000 или больше томов, там документы, награды, ну, много чего. Он с женой там жил, и все у них вот в одночасье просто сгорело. И потом водой все было залито, приезжали пожарники, то есть все пришло в негодность. Все абсолютно. Словом, в обычном понимании произошла трагедия. Как он к этому отнесся? Творческий человек. Он в течение 3 дней пил усердно водку. 3 дня. Потом сказал, похоронили, помянули, хватит. Сказал, как отрезал. И больше по поводу этой потери он даже не заикался. И всей своей дальнейшей деятельностью утверждал творческое жизнелюбие. Опять стал собирать библиотеку. Все, видите, очень просто отнесся, творческий человек. А жена даже как будто и не заметила. Тоже художник. Понятно или нет? Вот творческие люди... Есть, нету и нету. А вы все эти крохоборы, вот у вас, попробуй вот такое испытание. Вы бы не выдержали, наверное. Все, конец. Да? Ну, вас и не проверяют так что ничего. Вот почему-то его проверили. Для того, чтобы я вам рассказал этот пример. Понятно? Чтобы вы поняли, бывает хуже, но реже. Поэтому не цепляйтесь за вещи материального мира. Не цепляйтесь. Но есть еще один очень важный аспект сознательной дисциплины, который поначалу не всегда вызывает у вас полное понимание. Это отношение к любой выполняемой работе. К любой выполняемой вами работе. Отношение какое-то быть должно? У вас всегда есть отношение к какой-то работе, которую выполняете? Ну, всегда есть, да? То есть работа, за которой мы получаем деньги, работа по дому, там, мытье посуды, стирка, готовка,
работа в помощь кому-то, работа как средство отдыха. То есть любая работа должна выполняться вами без привязанности, без заинтересованности в результатах. То есть без каких-либо беспокойств, без оглядки на то, как эту работу воспримут окружающие, похвалят, вас будут ругать или останутся равнодушными. То есть работа должна выполняться без привязанности и абсолютно добросовестно. Все. Любая работа. Не ждать ни похвал, не ждать результатов, что об этом скажут. Просто работать, находиться в самом процессе выполнения работы. Только не браться за работу, которую вы не можете выполнить. Ясно? Без привязанности. Просто выполняйте, и ладно. Сказали это делать, вот как в монастырях было. Вот делайте это, иди копай там яму вот, от обеда там, до забора, или от забора до обеда. Знаете, как в армии говорят, что-то там делали, песок корзинами перетаскивать. Монахов так учили, послушанию. Помните известную притчу, как дзен-буддистскому учителю пришел ученик, молодой парень, и говорит, как мне научиться это самое, мастерству высокому. А учитель ему говорит, ты поел, пойди помой посуду. Все. Ясно? Так что выполняйте любую работу, беритесь по дому, стирайте, пылесосьте, не знаю, делайте все. То есть за всех выполняйте работу, коль стали на путь. Если там семья большая, все делайте по возможности. Это вам заменит медитативное чтение, переписывание. Поняли или нет? Работа без привязанности в реальном моменте времени. Я столько посуды перемыл, столько вручную перестирал белья. Я рвался стирать белье, полоскать в ванне. Стиральная машина категорически не хотел, чтобы она была в доме. На начальных этапах работы на пути какая-то ручная работа должна быть. Вот это была моя ручная работа. Потом дочка купила стиральную машину, и мы с котом грустно смотрели на то, как белье переваливается в этом окошке. Я на корточках, и кот туда смотрел. То есть меня лишили работы по дому. Понятно? Я не шучу, так было. Вот. Так что выполняйте безропотно, без привязанности. Сказали это, помыть посуду, мойте. Нормально? Смирение вырабатывайте. А в обыденной-то жизни работа делится на любимую и нелюбимую, на полезную и бесполезную, на приятную и неприятную, на интересную и на неинтересную, не имеющую смысла и абсолютно бессмысленную. Понятно? В обыденной жизни. А вам все равно, что дали, то и делайте. Понятно? Никак к этому не относитесь, просто делайте. А если вы как-то разделяете работу вот на те категории, которые я перечислил, да, вы всегда чем-то обеспокоены, всегда что-то мешает вам находиться в самом процессе труда, в процессе выполнения работы, то есть в сознании практически никогда не присутствует тишина, и вы работу-то выполняете, некачественно. А любой труд для вас непременно должен стать медитативным. Активное сознание ваше должно находиться в самом процессе работы. Мы уже об этом с вами говорили. Ясно? Так что любая работа станет интересной. Интересно мыть пол, интересно готовить обед, интересно копать огород, интересно заниматься профессиональной своей деятельностью. Все интересно. Так что используйте любую возможность медитативно потрудиться. Ясно? Любую возможность. Но о режиме питания говорить не буду. Это тоже аспект повседневной дисциплины. Ну, что и едите, то и ешьте. Что я буду вас учить, что вам есть, все вы знаете.
Ясно? Что вредно, что полезно, в чем там мало калия, в чем много там фосфора. Все знаете, да? Или надо это забыть? Забыть надо, да? Или не надо? Забыть. Ну забудьте, а то вы все подбираете, там этого не хватает, там этого не, вот это надо есть. Как только начинаете заморачиваться жратвой, простите, то все, какой там путь сознательной эволюции, о чем вы говорите? Всегда это будет на первом месте. Что кушать, сколько там полезного, сколько не полезного, где есть пальмовое масло, где его нет. Какое вам дело? Дали есть, ешьте. Ясно? Не обсуждайте. Не смотрите состав того, что предложили. Просто кушайте. Вы поняли меня? Говорить вообще о режиме питания, я раньше пытался что-то писать на эту тему, пытался рассказывать, как я, по сути, в одночасье от мяса, от всего, от убоины отказался. Ну, как-то в один момент понял, не надо это кушать. И просто не стал кушать. А вот намеренно отрекаться, вот это вот я не буду есть, то буду, вот это утончает клетки, там, а это, напротив, отягощает сознание. Зачем это нужно? Ешьте, пока естся, да? Как внутри вот где-то проснется или пробудится что-то, что не надо кушать, значит, не кушайте. То есть внутренне прислушивайтесь к тому, что вам говорит ваша истинная сущность. Понятно? Ну, конечно, объедаться не надо, но лишнего есть не надо. Потому что со временем, когда энергетические процессы в организме будут перестраиваться, и большая часть энергетических расходов будет покрываться за счет нисходящей эволюционной энергии, вот, то сколько бы вы ни съели, впрок пойдет только ничтожная часть, остальное все на выброс. Ясно мне? Но это гораздо позже, когда все вот сбалансируется. Вот у меня 30 лет, да, прошло, 31 год с момента становления на путь, у меня вес мой физически одинаков все время, постоянно, что бы я ни ел. Могу мало есть, могу больше есть, но вес одинаков, он ни туда, ни сюда. Всегда одинаков, стабилен. Вес 17-летнего юноши. Вот 17 лет я начинал, потом у меня была прибавка веса, резко в спорте, там, ну, кое-что приходилось усиленно кушать, там, что-то добавлять. Вот. А потом опять пришел вес в эту юношескую норму. Вот и все. Когда на путь стал. Намеренно голодать, что-то, пытаться, так сказать, себе объяснять, что, в общем-то, длительные посты или намеренное голодание утончает вашу психику, помогает духовной реализации. Все это полная чушь. Чушь просто. Понятно? Это говорит просто о незрелости вашего сознания. Если вы думаете через посредство питания какие-то духовные наработки в себе развить или проявить. Понятно? Это ерунда полная.